В тот день, когда Саша появился на свет, его матери пришлось принять трудное решение. Во время регулярных дородовых осмотров врачи заметили потенциальную проблему у ребенка. На 31-й неделе беременности им стало ясно, что у ребенка проблемы с глазами. Врачи пытались подготовить мать к ситуации, но она все равно была подавлена и удручена, когда увидела своего сына. Саша родился без глазных яблок. Там, где должны были быть его глаза, были только веки, прикрывающие пустые глазницы. Даже персонал больницы в Томске был ошеломлен. Когда мать впервые увидела лицо своего ребенка, она не смогла сдержать слез. Было очевидно, что она была подавлена произошедшим и, возможно, хотела бы сделать вид, что этого никогда не было. Мать старалась справиться с ситуацией, но чувствовала, что не сможет заботиться о слепом ребенке. Через несколько дней она решила оставить его на попечении местного детского дома. Сашу зарегистрировали под именем Александрка, но вскоре все стали называть его Сашей. Его мать понимала, что не сможет обеспечить ему должный уход и не сумеет эмоционально полюбить этого особенного мальчика. Некоторые осуждали ее за это, но персонал больницы понимал ее решение. Состояние, которым страдал Саша, было крайне редким. Врачи знали лишь о 2 подобных случаях в России. Это состояние, известное как синдром анафтальмии, часто приводит к серьезным нарушениям в развитии других органов и систем. Мать Саши, не имея опыта в уходе за детьми, тем более с особыми потребностями, решила отказаться от своих родительских прав, надеясь, что кто-то другой сможет заботиться о ее ребенке. Врачи, беспокоясь о здоровье Саши, провели множество анализов и подготовились к худшему, но, к счастью, помимо слепоты, у него не было серьезных проблем со здоровьем. Единственным отклонением были 2 доброкачественные кисты на лбу, которые можно было удалить хирургическим путем в более позднем возрасте. Для предотвращения деформации лица Саши, врачам пришлось имплантировать ему 2 маленьких глазных протеза. Одна из медсестер из детского дома в Томске сопровождала его в Санкт-Петербург, где была проведена эта специализированная операция. Маленький храбрый мальчик перенес ее с улыбкой, и операция прошла успешно. Однако для поддержания результатов операции ее нужно было повторять каждые 6 месяцев, пока его лицо не закончит формироваться. Грустная правда о состоянии Саши заключалась в том, что ему придется жить в полной слепоте до конца своих дней. В настоящее время нет медицинских методов, которые могли бы вернуть ему зрение. Несмотря на это, Саша был здоровым ребенком, что делало его редким случаем среди других детей с таким синдромом. Он приносил радость в детский дом, где о нем заботились. В 6 месяцев он ничем не отличался от других детей, реагировал на игры, особенно любил плавать. Его жизнерадостная улыбка могла растопить самые твердые сердца. К сожалению, дети с особыми потребностями часто сталкиваются с трудностями, но история Саши продолжала вдохновлять всех, кто его знал. Часто дети с особыми потребностями остаются без внимания потенциальных приемных родителей, и так произошло с Сашей. Каждый раз, когда семьи приходили в приют в поисках ребенка, которого могли бы взять домой, они проводили несколько минут, глядя на него с жалостью, но затем проходили мимо его кроватки, не удостоив вторым взглядом. Они, как и его мать, боялись трудностей, связанных с воспитанием ребенка с инвалидностью. Несмотря на сочувствие к бедному слепому мальчику, многие считали, что ему место в больнице или хосписе, но персонал приюта был уверен, что он заслуживает свою семью. Когда Саше исполнилось 6 месяцев, работники приюта решили сделать его историю публичной, рассказав о нем в социальных сетях. История Саши быстро распространилась по всему миру, и он стал маленькой знаменитостью. На самом деле, интерес к его усыновлению проявился со всего континента. Однако ситуация была непростой. Органы по усыновлению должны были убедиться, что принимают правильное решение для будущего Саши, поскольку международные усыновления становились все более распространенными. Саша мог бы оказаться в любой точке мира, и тогда возможность следить за его благополучием была бы утрачена. Рассмотрение дела Саши затянулось до Нового года, главного праздника в России, когда Дед Мороз приносит детям подарки. Но подарок, который получил Саша, превзошел все ожидания. После 2 месяцев расследования этот маленький мальчик, которого оставили родители, наконец нашел семью к празднику.
Ему было 8 месяцев, и когда он услышал голос своей новой матери, он расплылся в улыбке, которую сотрудники приюта сочли как знак. Чтобы защитить личную жизнь этой семьи, было сообщено только, что у них уже были две маленькие дочери, а сам дом семьи находился в другом российском городе. Это означало, что у Саши теперь были сестры, с которыми он мог расти. Многие могли бы подумать, что его новые родители взяли на себя огромную ответственность, усыновив Сашу, но для приемной семьи, и особенно для его сестер, он стал настоящим рождественским подарком. Они всегда мечтали о брате, чтобы дополнить их семью, и теперь у них был Саша. Ему потребуется особый уход и больше внимания, чем среднестатистическому ребенку, но это не значит, что он не сможет принести своей семье столько же радости, сколько они приносили ему. Работники приюта были счастливы, видя, как Саша нашел любящую семью, но одновременно они чувствовали грусть от расставания. Этот маленький лучик света наконец-то обрел то, что заслужил, но им будет не хватать его улыбок и хихиканья, с которыми он каждый день встречал их знакомые голоса. Они обрадовались, узнав, что Саша останется в России, что дает им шанс когда-нибудь увидеть его снова. Саша, несмотря на свою слепоту, полностью здоров, и ничто не мешает ему вырасти удивительным человеком и сделать мир ярче своей улыбкой. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.